Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание великому празднику, продолжению Светлой Троицы, который мы будем отмечать в понедельник. Друзья, это праздник называется Духов День. Поговорим об этом празднике, поговорим о том, что можно сделать в этот день, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беды, неприятности и проблемы. Друзья, все в этом видео более подробнее. Итак, друзья, в Духов День православные воспевают Святого Духа, который сошел на апостолов. И очень важно, чтобы вы обратили внимание на определенные народные приметы, запреты, для того, чтобы этот день прошел хорошо. Вы знаете, Духов День считается прямым продолжением Троицы. Его дата скользящая, и в православии данный праздник отмечают уже на 51-й день после Пасхи. Поскольку дата всегда выпадает на первый день недели, то ее еще называют Духов понедельник или понедельник Святого Духа. Если в Троицу празднуют именно сошествие Святого Духа на землю и, как следствие, доказательство триединства Божьей сущности, то на Духов День чествуют самого святого животворящего Духа. Вы знаете, приметы в этот день по-настоящему народные. Они зародились в Древней Руси и столетиями передавались из поколения в поколение. Народные приметы совершенствовались, менялись, отзываясь на изменения в окружающем мире и жизни тех, кто их подмечал. И, конечно же, народные традиции, суеверия незначительно меняются от региона к региону. Итак, что же обязательно нужно сделать в Духов День? Как мы уже сказали, следующий день после Троицы – это благоприятное дело для многих дел согласно народным поверьям. И мы рекомендуем обязательно сходить в храм на богослужение, поставить свечку за упокой души усопшего. Постараться в этот день принести из церкви березовые ветви. Считается, что с ними придет в дом благодать. Также постарайтесь умыться рано утром росой, колодезной или водопроводной водичкой. Считается, что это к здоровью и сохранению молодости. Постарайтесь собрать травы и цветы для того, чтобы их засушить. Наши предки верили, что именно в этот день все растения наделены особой целительной силой. Также искренне от чистого сердца можно одарить неимущих, заняться волонтерством и благотворительностью. А молодым девушкам можно сплести венки и отправиться к ближайшему водоему. Бросив венок в воду, смотрят, не утонет ли. Если остался на поверхности, то наши предки считали, что можно ждать счастья и скорого супружества. Если пошел ко дну, горестям и болезням. Конечно же, в этот день соблюдались и определенные запреты. И вы знаете, в этот день, в Духов День, они были самые суровые. Итак, по возможности в этот день не нужно работать. Духов понедельник считается продолжением Троицы, а по большим праздникам работать грешно. Не стоит заниматься домашними делами, мыть посуду, шить, вязать по тем же причинам. Исключение составляет только приготовление вкусной еды. Под запретом и работы в саду и огороде. Нельзя в этот день мести пол, иначе вместе с ссором вы можете и радость из дома вымести. Наши предки верили, что в этот день не следует бегать, иначе можно убежать от собственной судьбы, тем самым навредив себе. Нельзя никому отказывать в этот день в гостеприимстве, иначе весь год деньги водиться не будут. Не стоит ходить и на кладбище, помянуть покойных можно в церкви. Посетите могилу, обязательно стоит в Троицкую родительскую субботу, день накануне Пятидесятницы. Вы знаете, в этот день
наши предки считали, что нельзя трогать землю. С одной стороны, это суеверие, связанное с землей, возникло очень давно, еще в дохристианские времена. И после крещения Руси они изменились мало, но зато обрели привязку к христианским праздникам, в частности к Троице и к Духовому дню. И главное из этих суеверий оформилось в такую поговорку: «На Духов день земля именинница». Считалось, что земля в этот день празднует день своего рождения, ведь посевные работы как раз закончились и скоро будет новый урожай. А сейчас земле нужен отдых. Поэтому крестьяне в этот день не пахали, не копали, не боронили и ничего не засевали. Верили, что если нарушить это правило, то тогда можно на год без урожая остаться. Поэтому выражение «трогать землю» в этом смысле не буквально, касаться почвы руками никто не запрещает. А вот именно работать в саду или в этот день наши предки считали, что это плохая примета. Конечно же, многие задаются себе вопросом, а можно ли поститься на Духов день? Вы должны понимать и то, что День Святого Духа не выпадает на пост. Более того, его всегда празднуют в понедельник, а значит, традиционные воздержания в пище, которые соблюдают верующие по средам и пятницам, здесь тоже неуместны. Также на праздничный стол, как и на Троицу, можно ставить все: и мясо, и рыбу, и молоко. Стоит воздержаться от переедания и злоупотребления алкоголем, как, впрочем, и в любой другой день. Вы знаете, Духов день еще по-другому наши предки называли зелеными святками. И этот праздник буквально был наполнен обрядами, корни которых скрыты в давних языческих временах. И основным символом зеленых святок являлась береза, первая зелень, а также открытие сезона летних полевых работ. И до сих пор цикл праздника не нарушен, он включает в себя несколько обрядов. Например, в село вносят березки, плетут венки, проводят таинство кумления, а также хоронят кукушку. Береза считается основным символом бесконечной жизненной энергии, так как во времена зимних колядок на Духов день люди наряжались в животных, а также в нечисть. И песни, которые поются во время праздника, содержат в себе темы о любви и о труде, ведь упорный труд может стать залогом благополучия во время полевых работ. И, конечно же, в этот день нужно обязательно принести в дом веточки березы и несколько букетов первых полевых цветов. Букеты и ветки засушивают и хранят в укромном месте до следующих зеленых святок. После того, как в селе начиналась жатва, сухие букетики подкладывали в житницу или в сенники, где хранилось свежескошенное сено. Из листочков деревьев, которые также собираются на День Святого Духа, плетут венки и кладут их в горшки, в которых высаживается капустная рассада. Растения, собранные на Троицу, считаются обладателями магической силы. Но чтобы урожай был богатым, в давние времена, да и сейчас в церквях и храмах служит специальный молебен. От него пошел обычай плакать над рассадой. Слезы обязательно должны были попасть на дерн для рассады или на пучок цветов. Также обращаем ваше внимание, что после того, как были отслужены службы и завершены молебны, народ направлялся на погосты для того, чтобы украсить могилы своих близких ветками березы, а также устроить угощения. Когда поминки заканчивались, люди возвращались домой, но еду нужно обязательно было оставить на кладбище. Конечно же, завершал праздник зеленых святок или Духов день обряд похорон и так называемой Костромы. И образ Костромы напрямую связан с окончанием зеленых святок.
Но роль Костромы выбирали красивую, самую молодую девушку из тех, которые участвовали в обряде. Ее обряжали в белое, в руках у нее были дубовые ветки, а выбранную Кострому ставили в центр девичьего хоровода, кланялись ей и оказывали знаки внимания и почтения. Также, друзья, в этот день считается, что открываются клады за то, что к земле именинницы было проявлено почтение и уважение. И именно земля может открыть несметные сокровища, которые хранятся в ее недрах. Очень многие верили в это и на зеленые святки отправлялись в леса, в поля, чтобы послушать землю. Они прикладывали ухо к почве и искренне верили в то, что смогут найти спрятанный клад. Друзья, вот такой у нас с вами праздник Духа в день продолжения Троицы. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там больше полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, услышимся уже с вами в следующем видео.